После нескольких попыток успокоить своего ребенка, который безостановочно плакал в течение нескольких дней, эта отчаявшаяся мать решила проверить подгузник. Она ожидала обычной смены подгузника, но то, что она увидела, повергло ее в шок на всю жизнь. Когда Маргарет Робинс собиралась начать стирку, пронзительный крик заставил ее замереть на месте. Жалобный звук, полный отчаянной мольбы о внимании, эхом разнесся по их дому. Это была ее 5-месячная дочь Анна, которую всего несколько минут назад уложили спать. Маргарет в изнеможении вздохнула. Ее маленькая дочка уже некоторое время беспрестанно плакала. Молодая мама, работавшая медсестрой, заметила, что это началось около 3 дней назад. В ту ночь малышка Анна плакала так сильно, что они с мужем Мэтью Робинсом едва могли выспаться. На следующий день малышка продолжала плакать, ненадолго прерываясь на кормление и сон. Когда плач продолжался в течение всего дня, обеспокоенные родители обратились за медицинской помощью для тщательного обследования. К сожалению, врач не выявил каких-либо проблем со здоровьем, списывая дискомфорт Анны на типичные последствия прорезывания зубов. Врач порекомендовал несколько базовых процедур массажа, а также медикаментозное лечение для ребенка, отпустив Маргарет и Мэтью с заверениями, что постоянные крики со временем пройдут. Слова доктора вызвали у родителей волну облегчения, и они вернулись домой, надеясь на небольшое изменение настроения Анны. Они продолжали наблюдать за своей дочерью, вводя лекарства в назначенное время суток. Однако с течением времени Маргарет и Мэтью не получали покоя и утешения, в которых они нуждались. Крики не утихали. Напротив, они усилились. Вскоре слова врача вызвали в сознании родителей неуверенность и сомнения. Они опасались, что в бедственном положении ребенка кроется нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Обезумевшие родители и не подозревали, что это семя сомнения приведет их к тому, что они столкнутся с чем-то совершенно шокирующим и тревожным. Вид их маленькой дочери, испытывающей постоянную боль, пробудил в Мэтью и Маргарет далекие воспоминания. Пара поженилась всего год назад и с нетерпением ждала создания новой семьи. Молодожены были вне себя от радости, представляя будущее со своей маленькой принцессой. Однако за несколько недель до рождения Анны их мечта столкнулась с непредвиденной проблемой. Как раз в тот момент, когда у Маргарет приближался последний триместр беременности, Анна родилась преждевременно. Ее появление на свет стало неожиданностью для Маргарет и ее мужа, ведь она должна была родить только через 5 недель. Несмотря на то, что неожиданное появление ребенка застало их врасплох, они были очень рады принять его. Однако опасения по поводу последствий преждевременных родов все еще оставались. Как они и подозревали, врач сообщил им, что у ребенка слабая иммунная система после того, как он наблюдал за ней в течение нескольких дней после рождения. Врач строго посоветовал Маргарет и Мэтью проявлять бдительность в отношении гигиены их дочери, предупредив, что даже незначительная простуда может навредить ее здоровью. Он добавил, что нужно регулярно осматривать Анну, подчеркнув необходимость принятия родителями дополнительных мер предосторожности в течение первых 6 месяцев жизни. Сейчас, глядя, как их бедная дочь плакала несколько дней, в головах молодых родителей зазвенели тревожные звоночки. Чутье матери подсказывало, что ее дочь беспокоит что-то еще. В понедельник утром Маргарет готовила Анну к очередному визиту в больницу. Молодая мама планировала отвезти дочь на плановый осмотр и получить консультацию врача, чтобы успокоить ее.
После теплой ванны Маргарет собиралась надеть на Анну свежий подгузник, когда заметила кое-что странное. На ворсистой ткани подгузника выделялось маленькое коричневое пятнышко. Маргарет внимательно осмотрела его, недоумевая, как оно туда попало. Ее малышка еще не носила подгузник, так что это за пятно и как оно там появилось. Продолжая рассматривать загадочное пятно, она заметила другие пятна, разбросанные по подгузнику. Она быстро обратила на это внимание Мэтью, спросив, не знает ли он, что это за коричневые пятна. Они вместе исследовали странное вещество, и в их головах роилось множество предположений. Однако, когда до них дошла правда, это обрушилось на них, как тонна кирпичей. Их глаза расширились от ужаса, когда они увидели то, что собирались надеть на свою дочь. Там, в мягкой ткани подгузника Анны, были спрятаны крошечные, острые, как бритва, осколки ржавого металла. Маргарет надеялась, что именно этот подгузник был единственной производственной ошибкой. Однако ее сердце упало, когда она обнаружила больше металла в подгузниках из той же большой упаковки, которой пользовалась Анна. Обезумевшая от горя мать разрыдалась, осознав последствия этого ужасного открытия. У Анны была слабая иммунная система, и поскольку ее тело находилось под воздействием этих ржавых и негигиеничных кусков металла, невозможно было предсказать, как отреагирует на это ее бедная дочь. Маргарет задалась вопросом, как долго маленькая Анна носила эти испорченные подгузники, и в этот момент ее поразило ужасное осознание. Она вспомнила, что дискомфорт у ее ребенка начался сразу после того, как она начала пользоваться подгузниками из этой упаковки. Они и представить себе не могли, что ошибка проверенного бренда может поставить под угрозу здоровье их ребенка. После обнаружения металла Маргарет и Мэтью срочно доставили свою дочь в больницу для обследования. Маргарет молилась о ее безопасности. Их врач упомянул о том, что Анна могла заразиться сепсисом из-за пребывания в нечистой среде, и, судя по тому, как часто она надевала дочери этот испорченный комплект подгузников, бедная мать предполагала худшее. Она задавалась вопросом, во многих ли из этих подгузников были металлические осколки, и почему она совершенно не замечала их все эти дни. Чувство отвращения к себе мучило Маргарет, когда она обвиняла себя в том, что поставила свою дочь в такое положение. К счастью для встревоженных родителей, Анна получила лишь незначительные травмы ягодиц. Непосредственный вред ей не был причинен, поскольку в ее теле не было никаких металлических осколков и других загрязнений. Хотя это и было хорошей новостью, Маргарет все еще ждала оценки врача о возможных последствиях для здоровья Анны. К счастью, врач вылечил 5-месячную девочку, заверив ее родителей, что ей не угрожает опасность подхватить какие-либо заболевания. Маргарет вздохнула с огромным облегчением, услышав эту новость. Однако, когда буря улеглась, молодая мать приготовилась к чему-то более серьезному. Пара обратилась с жалобой к производителю памперсов. Ужасное испытание, выпавшее на долю их дочери, оставило у них неприятный привкус во рту, поэтому они потребовали от компании начать расследование, чтобы выяснить, почему в купленных ими подгузниках оказались металлические осколки. Маргарет и Мэтью предприняли этот смелый шаг не для того, чтобы получить компенсацию, а чтобы добиться прозрачности и подотчетности от бренда, которому они так доверяли. Маргарет и Мэтью считали, что они в долгу перед другими родителями. Любой ребенок может пострадать.
Несмотря на очевидную слабость, их прекрасной дочери посчастливилось пережить этот инцидент. Однако Маргарет полагала, что многим детям, возможно, повезло меньше. Как только новость об инциденте дошла до компании, представитель принес публичные извинения и заявил, что расследование продолжается, чтобы разобраться в этом деле. В связи с этим расследованием компания воздержалась от содержательных комментариев по данному делу. Эта несколько сдержанная реакция отличалась от того, чего ожидала молодая пара. В случае угрозы жизни их ребенка они полагали, что обвиняемая сторона будет действовать быстро и деликатно, как того требовала ситуация. Тем не менее, даже после принесения извинений, Мэтью заявил, что компания связалась с ним, чтобы запросить код производителя поврежденных продуктов без явного подтверждения жалобы. Недовольные вялой реакцией, которую они получали от известных агентств и торговых точек, Маргарет и Мэтью решили привлечь внимание в интернете к тому, как важно, чтобы родители были особенно бдительны в отношении продуктов, которые они используют для своих детей. Многие люди в интернете сочувствовали бедным родителям, выражая свое потрясение случившимся. В одном из комментариев Маргарет и Мэтью наткнулись на две пары родителей, чьи дети на прошлой неделе пострадали от металлических элементов в подгузниках той же компании. Скорость, с которой происходили эти странные происшествия, вызывала тревогу, и в конечном итоге это потребовало от компании привлечения к ответственности. Со временем эта история устарела. Неясно, пошли ли Робинсоны и заинтересованные стороны на уступки за закрытыми дверями. Однако публикации семьи в социальных сетях показывают, что они справились с этим испытанием. Учитывая, что эта семья не занималась длительными судебными тяжбами, демонстрирует их сильную способность исцелять, прощать и двигаться дальше. Все, что имело значение, — это жизнь их драгоценной дочери, и они смогли сохранить ее, быстро проверив в тот роковой день. Дорогие зрители, что бы вы сделали на месте родителей Анны? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.